После моего репортажа о поездке на фестиваль Вакен подписчики целый год закидывали меня вопросами: «Олеся, куда ты поедешь в этот раз? Может быть, на Rock am Ring или на Hellfest, или может быть снова на Вакен?» Но я предпочитаю действовать непредсказуемо. Когда в июне я определилась с поездкой, то в своем инстаграме выложила вот эту загадку с вопросом «Куда билет?» И здесь же выложила подсказку. Я наивно полагала, что кто-нибудь узнает этот фонтан на площади Европы и поймет, что я намекаю на Киевский вокзал. Но то ли подсказка так себе, то ли ответ слишком непредвиденный. Из 1000 ответов всего один человек угадал, что я еду на фестиваль «Файне місто» в Украину. Когда некоторые мои друзья узнали о моих планах, они сказали: «Ты что, с ума сошла? Тебе не страшно ехать? Да тебя же не пустят!» Поэтому, чтобы избежать подобных переживаний и лекций от моих близких, я сказала им о своей поездке за несколько часов до поезда. Вы спросите меня, почему именно «Файне місто»? На самом деле я и сама задавалась этим вопросом и даже сомневалась, ехать мне или нет. А теперь, когда я сижу и жадно заслушиваюсь той музыкой, которую привезла с феста, я благодарна обстоятельствам за то, что это путешествие все-таки состоялось. На западе Украины, недалеко от польской границы, есть маленький уютный городок Тернополь с населением 200 тысяч человек. Там уже 7 лет проходит один из крупнейших фестивалей с очень колоритным лайнапом и мировыми хедлайнерами. «Файне місто», по сути, территория свободных людей. Там во время проведения фестиваля любой человек может получить паспорт и даже жениться на ком и на чем хочет. Проще говоря, вы можете быть кем угодно, и все будут только рады. О фестивале я узнала от своего хорошего знакомого, который объездил пол Европы, и в прошлом году он попал на «Файне місто» в составе одной из групп и присылал мне оттуда фотографии с восторгом. А потом в течение года мне постоянно рассказывали об этом фесте именитые музыканты и говорили, как бы туда было бы хорошо попасть. И, конечно, мне постоянно писали подписчики в комментариях про этот фестиваль и приглашали посетить его. В общем, интерес я носила в голове давно. В то же время мне пришло огромное количество приглашений от организаторов России и Европы, но все эти приглашения были примерно одного содержания. «Олеся, дорогая, приезжайте к нам на фестиваль за свой счет, снимите о нас репортаж, не спите месяц за монтажом и прорекламируйте нас на своем канале». Бесплатно. Даже не знаю, как объяснить ребятам, что для меня это не отдых, а работа, причем тяжелая. Меня такие перспективы совсем не радовали. И вот в конце прошлого года мне пришло заветное письмо от организаторов «Файне місто». Письмо простого содержания. «Нам от вас ничего не нужно, просто у нас выступает аватар, приезжайте отдохнуть и послушать». Мне было очень приятно, я, конечно же, пустила слезу, но сразу этот вариант отвергла, потому что мне он на тот момент показался нереальным. Но после того, как я посетила убого организованный в агломерате концерт группы «Аватар» и ничего не услышала, я всерьез задумалась об этой поездке. Я изучила информацию о фесте, и у моего внутреннего журналиста появились вопросы. Неужели реально в маленьком городке вдали от столицы сделать фестиваль европейского уровня с хедлайнерами порядка того же Вакена? В этот раз хедлайнерами должны были быть Арченями, Powerwolf, Rage и, конечно же, Аватар. Также в лайнапе я обнаружила много украинских групп. Это очень круто, потому что я давно хотела рассказать вам об украинской сцене, но все как-то не доходили руки, а здесь на группу можно посмотреть живьем. Но в моей голове не укладывалось, неужели местные ребята действительно соберут людей на фест? Мне было это тяжело понять, потому что я эти группы просто не знала. А еще мне было непонятно, как на одном фестивале могут выступать Арченями, Аватар и Icepeak. Ах да, в этом году на фестивале выступало 3 группы из России. И вот завелись у меня в голове эти вопросы. Я подумала, что хоть ролик снимать и не надо, но камеру я, пожалуй, с собой возьму. Я начала планировать поездку, нужно было выбрать попутчика, потому что одна бы я не поехала. Честно признаюсь, долго я не думала, потому что у меня есть офигенный друг, отлично размовляющий мову, и у него еще есть друзья в Киеве. Конечно же, я позвала Никиту Сунпая и ни разу об этом не пожалела. Мы сразу взяли билеты туда-обратно на поезд, оплатили гостиницы в Тернополе, распечатали бронь, и все эти документы взяли с собой для пограничников. Меня многие спрашивали, как же проехать в Украину из России. Между нашими странами действует безвизовый режим, но необходимо наличие загранпаспорта. Во время нашей поездки также действовало правило о том, что необходимо подготовить приглашение от гражданина Украины. То есть ваш украинский друг оформляет приглашение и оплачивает небольшую пошлину. Друзья наши, все, заводите больше друзей. Если вам интересно, билет на поезд в одну сторону обошелся в 5000 рублей, а 3 ночи в Тернополе в гостинице 9000 рублей. Наш поезд шел всего 13 часов, то есть вечером мы сели, ночью прошли 2 таможни и утром были уже в Киеве. Нас встретил друг Дима, которому большой привет. По плану мы должны были 2 дня потусить в Киеве, а потом стартануть на машине в Тернополь. Я с детства мечтала увидеть Киев. Но, видимо, от того, что я законченная зануда, я думала, 2 дня, что мы там будем делать? Как же я ошибалась. За эти 2 дня я увидела столько, что информация уже просто не помещалась в головенку. Киев – невероятно красивый город. Мы просто ходили по городу и наслаждались этой красотой. В первый же день мы зашли в ресторанчик и встретили там украинскую телезвезду и эксперта кулинарии Евгения Клопотенко. И, видимо, своим прикосновением Евгений обратил нас в рабов национальной кухни, потому что с этого момента слово «объедались» звучит как-то невинно. В Украине невероятно вкусная кухня. Мы шутили, что меня просто погрузят в товарный поезд и отправят домой. Но, видимо,
время меня спасали многочасовые пешие прогулки, потому что мы посетили многие культовые места. Конечно, мы посетили монумент Батьківщини Мати, посетили стеклянный мост и прилегающий к нему парк. Это все находится на возвышенности, и поэтому там есть фуникулер, можно кататься. Еще мы прогулялись по пейзажной аллее, посмотрели удивительные скульптуры. Они вроде как бы очень простые, но в то же время какие-то невероятные, психоделические. Я даже наконец нашла свое место в жизни. Вы заметили, у меня в руках стакан лимонада. Эти лимонады мне снятся до сих пор. В Украине потрясающие домашние лимонады. Еще меня очень впечатлил Андреевский спуск. Во-первых, оттуда открывается потрясающий вид на город. Во-вторых, сам спуск и улочки выглядят очень красиво. Посетили мы также Золотые ворота. Это восстановленный памятник оборонного зодчества. Именно здесь был центральный вход в город при Ярославе Мудром. И, конечно, мы не могли не посетить Майдан Незалежности. Но одно из ярчайших впечатлений на нас произвел музей миниатюр, который находится на территории гидропарка. Здесь мы увидели в миниатюре все, что посетили за все эти 2 дня. Среди макетов есть даже Чернобыльская АЭС. Это очень удобно. Можно посмотреть различные здания и решить, какой из них тебе хочется посмотреть живьем. Тем более, что выставлены здесь не только строения Киева, но и других городов. Это было очень кстати, потому что мы отправлялись на запад, и там тоже было что посмотреть. Нас ожидало 10 часов пути на машине, и отправлялись мы уже впятером. Знаете, обычно люди ездят на фестивали ради любимых групп в лайнапе. Приезжают, послушают известные любимые группы и едут домой. А здесь, забегая вперед, скажу, что я привезла такое огромное количество музыки, которой я раньше не знала с этого фестиваля, что я даже не знала, какую из них мне сейчас слушать. И фест еще не стартовал, но уже здесь начинается одна из важнейших музыкальных историй. Перед поездкой я изучила лайнап фестиваля и обнаружила там украинскую группу Мотанка. Банда существует всего 4 года, но уже в прошлом году она представляла Украину на Wacken Metal Battle в Германии и заняла там 2-е место. Ребята получили хорошие призы, например, 4000 евро и другие плюшки. Но по ходу группа приглянулась лейблу Napalm Records, потому что ребята начали совместную работу и выпустили потрясающий альбом. Слушала Мотанку до этой поездки, но наш вожатый Дима качнул альбом в дорогу. И это был лучший саундтрек нашей поездки. Мы все впятером нереально зафанатели от Мотанки. Мы просто ехали и слушали эту невероятную, пропитанную народным колоритом музыку и смотрели в окно. Ближе к вечеру мы приехали в Тернополь и заселились в нашей гостинице. Мы все жили в разных, потому что перед фестивалем все номера просто быстро-быстро разбирают. Сам Тернополь напоминает курортный городок с красивым озером посреди города и с офигеннейшими ресторанами. А сам фестиваль проходил за городом, куда можно было добраться на специальных автобусах. Это был официально 1-й день фестиваля, но люди только приезжали, а выступали только диджеи. Поэтому мы решили продолжить свою поездку и махнули во Львов. Я с детства мечтала увидеть Львов и примерно знала, что он отличается от других городов. И надо сказать, что по дороге даже рельеф начал меняться, стал более холмистым, а здания приобрели какие-то готические формы. Ну, то есть я догадывалась, что город меня впечатлит, но не представляла, насколько. Я просто вышла из машины и подобрала челюсть брусчатки. Это такая невероятная красота, такая потрясающая архитектура. Я постоянно била себя по рукам и говорила: Олеся, хватит снимать, ты все равно не сможешь показать все. В этот вечер я просто ходила молча с огромными глазами, потому что не могла поверить тому, что видела. Конечно же, мы зашли покушать в очень красивый ресторанчик «Газовая лямпа». На входе там работают нефтяные насосы, и весь интерьер и посуда представляет собой лабораторию. История гласит, что в 19 веке именно в этом здании были изобретены керосин и керосиновая лампа. Здесь даже счет приносят по-особенному. Мы поднимались несколько этажей по винтовой лестнице, но это того стоило, потому что с нашего этажа открывался невероятно красивый вид на город. Многие меня спрашивали, как я общалась в Украине, на каком языке.
Я считаю, что когда ты едешь в гости, нужно стараться не нарушать гармонию хозяина. То есть прилично себя вести и общаться на понятном языке. Ну, вы же не общаетесь в Швеции по-русски. Мне было несложно выучить несколько фраз на украинском, чтобы банально совершать покупки. Если во время беседы я понимала, что моего словарного запаса уже недостаточно, я спрашивала, поймут ли меня по-русски, и если да, то продолжала. А если нет, то у меня в машине было 4 человека, которые отлично общались на украинском. На крайний случай есть международный английский язык, который понимает во всех туристических местах. Но если честно, уже через 2 дня я начала понимать украинский язык и говорила всем, что я гарно разумею, но погано размовляю. Я стараюсь вести себя в гостях так, как бы мне хотелось, чтобы гости вели себя со мной. Наступил 2-й день фестиваля, но для нас и выступающих групп он был первый. Все выступления начинались в 4 часа, и это было офигенно, потому что можно было отлично выспаться и, конечно же, поесть перед поездкой. В этот день мы объелись так, что половину просто не смогли съесть и еле встали из-за стола. И все это нам обошлось по 700 рублей на человека. А еда, надо сказать, была вкуснейшая. А этот яблочный квас мне будет сниться еще долго. И, конечно же, нужно сказать, что все ресторанчики, в которых мы были, выглядели очень колоритно и сказочно. Но хватит о еде, наконец-то я должна была увидеть то, о чем так давно слышала. Признаться честно, я не знала, что ожидать от феста, и более того, я переживала, что после поездки на Вакен меня ничего не впечатлит, и мне будет нечего рассказать. И самое обидное, что мне нужно было перво-наперво получить мой пропуск, поэтому я заходила не через главный вход, а на главном входе были самые главные плюшки, о которых я расскажу потом. Я заходила сбоку, и фестиваль открылся для меня с другого входа. Я рассуждала так: на фестивале 3 сцены. Главная — Dark Stage и Light Stage. И, скорее всего, весь фестиваль я буду просто ходить от сцены к сцене и снимать группы, которые там выступают. Но когда я вышла на поле, я поняла, насколько я ошибалась. Когда я окинула все это многообразие взглядом, мне стало страшно, потому что я подумала, что за 3 дня я не успею это обойти. В первую очередь мне в глаза бросилась чистота, аттракционы, футбольное поле и салон красоты, где можно было привести себя в порядок прямо на поле. Конечно, нельзя было не увидеть здоровенный скалодром. Когда я поняла, во что вляпалась, решила все эти зоны обойти завтра, а сегодня сделать акцент на музыку. Народ на поле только подъезжал, и сначала было достаточно просторно. А у нас на фестивале были козырные места, и открытие на главной сцене мы ждали оттуда. Нас сразу же поразило сцена, оформленная в античном стиле. Это выглядело так необычно и красиво. А я продолжала терзать себя мыслями, что большая часть лайнапа мне неизвестна, и я не знала, кого же из них мне поснимать. Но на помощь пришли люди, которые просто встречали меня на фестивале и советовали послушать ту или иную группу. Один мой друг, кстати, признался, что поехал бы на фест только ради Dance Party Dance Dance, которые открывали фестиваль. Мы были в предвкушении выступления группы Мотанка, а Мотанка должна была выступать на дарк-сцене, и поэтому мы направились туда. Мы шли по полю, а народу становилось все больше, и, ребят, кого там только не было. Вот реально, кто во что гораздо. Там ходили какие-то забавные группировки в шубах, но на следующий день они уже ходили в шляпах. То есть это было странно и смешно. А около дарк-сцены находилась так называемая промзона. И туда, в общем, организаторы привезли старые машинки, на которых люди, вроде как по задумке, должны были выплескивать свою агрессию. И что они только с этими машинками не делали. Они их переворачивали, они их били, они их любили. Но самая большая эйфория ожидала нас, когда мы подошли напрямую к сцене и увидели, что там стоит троллейбус. В общем, с этим троллейбусом можно было делать все, что угодно. На нем можно было лазить, им можно было управлять, с него можно было смотреть на сцену. Мы его, конечно, излазили вдоль и поперек, и это было неописуемое ощущение, потому что в реальной жизни ты не можешь залезть на троллейбус. Ну, в принципе, можешь, но это будет очень дорого. А у этого троллейбуса есть своя история. Оказывается, это уже не первый троллейбус, который пригнали на фестиваль. Просто в прошлый раз его раскурочили, и его сдали на металлолом. И люди стали подписывать петицию, чтобы им вернули их троллейбус. В общем, мы чувствовали себя каким-то детишками, потому что нам накидали игрушек, мы наигрались с машинками, полазили по троллейбусу и послушали Мотанку. Вроде как просто
просто собирались послушать группу, а в итоге ушли с какими-то невероятными впечатлениями. Я подумала, что на этом мой музыкальный кайф закончился, но я поняла, что что-то идет не так, когда проходила мимо палатки группы Карна, и там народ жадно скупал мерч. На сцене группа подала себя очень феерично, и меня больше всего удивило то, что к ее выступлению стянулось, наверное, абсолютно все поле фестиваля. Люди пели абсолютно все песни группы, а я слушала и сначала такая говорила, ну так, ну что-то, ну норм. А потом я уже стояла и снимала каждую песню группы и не могла себя остановить. Но интересно то, что все-таки эту группу я распробовала уже приехав домой. Наверное, чуваки просто засадили в меня чужого, и я привезла его сюда. И если вам очень интересно, я вам сделала специальные плейлисты, чтобы вы послушали эти группы и ощутили их так же, как ощутила их я. Наконец-то настало время покушать, и нужно было обойти местные кафешки. И вот, честно признаться, здесь было все. Все, что вашей душе угодно. И мясо, и овощи, и лимонады, и кофе, и пиво. До такой степени, что ты сидишь и вот уже не знаешь, чем себя побаловать. И думаешь такой, а не съесть ли мне венскую вафельку с нутеллой и бананом и черничным мороженым? Ну и просто идешь и покупаешь себе эту вафельку. В итоге такой нормальный обед стоил всего 250 рублей. Я алкоголь не пью, но ребята очень хвалили пиво, пол-литра которого стоило 100 рублей. Конечно, я все пересчитала с гривен. А между тем наступал вечер, народу значительно прибавилось, и очертания фестиваля стали какими-то грандиозными. Все было так красиво подсвечено, заработали различные шатры, к примеру, регги-шатер, панк-шатер заработал, по-моему, еще с утра. И везде играла разная музыка, где металл, где поп, где рэп, и никакой вражды жанров. Все были друг другу так рады. На главной сцене в этот момент появилась первая из 3 российских групп. Элизиум. Лайт-сцену я посетила за весь фестиваль всего 1 раз. Сейчас. Дело в том, что там должна была выступать вторая российская группа Ice Peak, а я так давно мечтала попасть на ее концерт. И дорога до лайт-сцены была просто невероятно сказочная. Ребята оформили аллею какими-то светящимися инсталляциями, это было так красиво. На Ice Peak пришло огромное количество народа, а выступление их было просто жутким. Чуваки появились из дыма, устроили какое-то психоделическое шоу. В один момент я подумала, что вот-вот лишусь своих глазанек и ушенек. Но как это было круто. Я, наконец, выключила камеру и нереально оторвалась в толпе. Но есть одно но. В это же самое время на главной сцене рубила потрясающая украинская группа Hard Kiss. И когда я побежала туда, группа уже закончила выступать, и меня встретил огромный поток людей, который шел с выступления Hard Kiss. Выступление я не увидела, поэтому покажу вам чье-то видео с Ютуба. Я давно слежу за Hard Kiss, и, если честно, я болела за них в отборочных концертах Евровидения. Это действительно группа высочайшего уровня, и когда я спросила у своих ребят, как им шоу, они сказали, что им меня жалко, что я это пропустила. А закрывала этот день группа Эскимо Колбой, и, если честно, я абсолютно равнодушна к этой группе, но какое офигительное это было выступление. Мало того, группа устроила настоящую дискотеку, так еще эти подсвеченные колонны и светящиеся аттракционы вдалеке создавали какую-то праздничную атмосферу. У меня она была вдвойне праздничная, потому что завтра должна была выступать моя любимая группа «Аватар».
Группа, ради которой я приехала. Группа, которую все ждали. Меня встречали люди на поле, сжали мне руку и говорили, как они ждут выступления «Аватар». Да что тут говорить, даже таксист, который подвозил нас в Тернополе, смотрел на ютубике клип «Аватар». Я приготовила на утро свою футболочку, встала ни свет ни заря и увидела вот этот пост. Пост о том, что вокалист «Аватар» ночью потерял паспорт и не смог вылететь. Потерял паспорт. Многие меня спрашивали, что я почувствовала, когда узнала эту новость. Когда я узнала эту новость, мне захотелось сжечь постер «Аватар». Мало того, что прошлый концерт для меня провалился, так еще и этот не состоялся. Но если честно, этот гнев у меня бурлил в течение 1 минуты, а потом я подумала, что у меня еще впереди 2 дня фестиваля, и как-то сразу отпустила. Ну, то есть меня настолько отпустило, что я надела свою футболочку, несмотря на то, что выступление группы отменили. Даже пошли слухи, что группа это специально подстроила, чтобы не приезжать. Но, ребят, на самом деле это не так, потому что в тот момент, когда это произошло, половина группы уже была в Тернополе. Ну, то есть делать такие подставы экономически невыгодно. Но самое забавное, что те люди, которые вчера меня встречали и говорили, как они ждут «Аватар», встречали меня сегодня, жали руку и сочувствующе спрашивали: а вы уже знаете? А один милый парень заявил, что это я должна отчитываться за эту выходку, потому что я представитель группы «Аватар». На самом деле здорово, что из этой неприятности мы сумели раздуть повод повеселиться, хотя поводов было куда больше. Ведь сегодня мы зашли через главный вход и получили паспорт файной Людыны. В специальном шатре, который называется «Ратуша», можно было сделать фото на паспорт, который тебе бережно вырежут и приклеют, а также заполнить все свои данные, в том числе семейное положение. Я же вам говорила, что на фесте можно было жениться на чем угодно. Я хотела жениться на своей камере, но не успела на регистрацию, зато отныне мы все были официальными гражданами Файна Миста. Паспорт — это невероятно удобная брошюра с описаниями зон, цен на еду, со всеми расписаниями и важными правилами. Но помимо паспорта нам дали Файны торбу. Удобнейшая сумочка с самыми необходимыми вещами. Такую сумочку, как и паспорт, получает каждый гость фестиваля. Еще в предыдущий вечер мы заметили, что у ребят в это время движ только начинается, а мы, как занудные старики, отправляемся спать в свои номера. Когда мы открыли свои паспорта, то увидели, что у ребят по утрам проходит зарядка. Работает мантра-хаус с йогой и релаксом, проходят различные лекции, киношатер показывает фильмы, даже гейм-клуб к вашим услугам. Мы реально были в шоке и не понимали, когда это все можно успеть. То есть на фестивале реально была такая атмосфера, что всегда себя можно было чем-то занять. Ты не будешь просто так валяться в мешке, хотя в лаунж-зоне только так и делали. У ребят там, кстати, еще был душ, который работал по расписанию, а биотуалеты были с раковиной и водой. А еще в этот день в туалете тернопольского ресторанчика меня повстречала милая девушка и сказала, чтобы я обязательно послушала группу «Великан». И ради этого я отправилась к дарк-сцене. А еще мне посоветовали послушать группу Detach, поэтому для этого я отправилась к главной сцене. А по дороге я встретила ребят, по которым я сразу поняла, что где-то проходил фестиваль красок, и я на него не попала. Еще мы наконец-то покатались на карусельках. Мы с ребятами вообще любители аттракционов, поэтому для нас это было настоящее счастье. А еще я хотела снять вам, как я катаюсь на горках, но сняла только вот это. А еще мы очень хотели попасть на турнир по рестлингу, но все время, когда мы приходили, матч уже закончился, все сидели уставшие и вокруг валялись сломанные предметы. Также мы посетили Центр науки и разумных игр, там можно было залипнуть надолго. Но больше всего нас впечатлила территория возможностей, где можно было на себе почувствовать, как живут люди с ограниченными возможностями. Это была очень впечатляющая площадка. Кстати говоря, что касается людей с ограниченными возможностями. Здесь им оказывалась всяческая помощь, им помогали в передвижении. У них была специально оборудованная зона, где они могли смотреть концерт. Ну, то есть реально на фестивале была атмосфера какой-то полной свободы. Все себя чувствовали абсолютно комфортно. И здесь со мной случилась еще одна музыкальная история. На главную сцену вышла швейцарская группа Кадебастани. И я искренне думала, что на этой группе я отдохну и не буду ничего снимать. Но как я ошибалась. Когда группа начала играть, я просто не могла остановиться и снимала все их песни.
Несмотря на то, что в записи ребята звучат достаточно легко, их гитаристка рубила просто невероятный соло. Это было просто потрясающее выступление. Потом я снова пошла погулять, прошлась по торговым палаткам, и там милый дядечка подарил мне значок «Аватар», чтобы я не расстраивалась. Смотрите, мне это подарили. Но больше всего настроение мне подняли ребята, которые дурачились в шарах, а также чуваки, танцующие на вечерней дискотеке под «Рамштайн». Это все выглядело как-то мило, люди радуются. Еще раз скажу, что вечером атмосфера праздника только усиливалась, все выглядело как-то грандиозно, красиво. Гулять было одно удовольствие, люди все ходили веселые, радостные, попереворачивали машинки и ходили добрые. Этот день на дарк-сцене, ввиду отсутствия группы «Аватар», закрывала российская группа Wild Ways. Снимать у дарк-сцены было целое приключение, потому что там лежало несколько рядов сабвуферов, и когда я стояла, снимала, я просто чувствовала, как у меня каждая молекула вибрирует. А хедлайнерами этого вечера были Арчи. Мои любимые Арчи, я была на них уже 3-й раз, но как первый раз угорала от энергии Алиски. Потом я узнала, что она выступала с температурой под 40, и я еще больше полюбила эту женщину. Нас ждал финальный день фестиваля, и мы провели его достойно. На поле мы обнаружили палатку фестивального турагентства. Оказывается, ребята возят на экскурсии по утрам. И на одну из таких экскурсий мы поехали, но, правда, сами. Это экскурсия в Сбаражский замок 17 века. Я даже не знала, что в этих краях есть подобные замки. А их, оказывается, огромное множество. Даже есть карта с отметкой всех замков. Один из них мы, кстати, видели в музее миниатюр. И еще не доехав до замка, мы столкнулись вот с такой архитектурой в маленьком городке. Сереж, что это такое? Костел 17 века. Католическая церковь. Сбаражский замок очень красивый и снаружи, и внутри. Там большое количество различных залов, мебель, картины, оружие, старинные книги, купюры и монеты разных стран и эпох, глубочайший колодец во дворе. Но мне больше всего было интересно, что за подвалы прячутся за решетками. И вот мы обошли замок во дворе и увидели спуск в подвал. Жуткий холод, темнота и пыточные инструменты с подробным описанием. Знаете, это было очень жутко, но самое большое впечатление почему-то осталось именно от этих подвалов. И еще мне рассказали, что в этих замках проводят неформальные вечеринки, и это очень круто, я бы с удовольствием такую вечеринку посетила. А на фестивале наши музейные приключения только продолжились, потому что мы пошли в музей Файне Мисте. Там можно было найти интересные экспонаты всех предыдущих лет, посмотреть фоточки, послушать песенки и погрузиться в атмосферу фестиваля, который ты не застал или застал. Также мы на себе проверили, как работает бюро находок. Где взял? Нашел. Эту заколку я, кстати, потом видела в инстаграме Феста. Прошлым вечером я нашла невиданное строение, и вокруг него было сыро. А на утро оказалось, что это специальная арка с микродушем, где можно пройти и освежиться. Но так как была жуткая жара, люди там просто поселились. А на главной сцене выступала группа «Нервы». Вокалист через каждую песню говорил, что он простыл и фигово поет. На самом деле пел он не хуже обычного. Просто с нытьем он что-то как-то переборщил, и особенно на фоне вчера выступавшей Алисы. А я поспешила на Dark Stage, потому что мне очень посоветовали послушать группу 1914. И первое, что я увидела, когда туда пришла, это то, что троллейбус переехал. Как вы это сделали? Как? Я решила посидеть в этом троллейбусе, и, если честно, сидела как в сумасшедшем доме. Откуда-то свисала чья-то нога. Парень, который сидел за рулем, кричал ребятам, которые выламывали дверь: «Хватит выламывать дверь, передавайте за проезд». При этом люди, которые стояли на крыше, подпрыгивали, и из-за этого троллейбус качался. То есть было реальное ощущение, как будто мы куда-то едем. И парень, который сидел со мной рядом на соседнем сиденье, сидел, смотрел, и говорит: «А вам не страшно?» Я говорю: «А почему мне должно быть страшно? А если он перевернется?» Ну, короче, 1914 я смотрела практически из троллейбуса. Еще на фестивале было много домашних любимцев. В паспорте написано, что если вы имеете паспорт на тварину
и имеете намордник для нее, то вы можете привезти ее на фестиваль. А тем временем все близилось к завершению, и, честно признаться, я очень устала. В прошлый раз я рассказывала, как на Вайкине мы уснули в последний день и проспали почти до самого салюта. Но это неудивительно, потому что я не просто сидела и слушала музыку, а бегала по всему полю. И я думала, что в этот раз я тоже усну, особенно после выступления Бумбокса, потому что я не знаю, почему он не выступал в Мантра-хаусе, потому что это был реально какой-то релакс. Закончить фестиваль должны были Rage с оркестром и Powerwolf. Я, если честно, к этим группам абсолютно равнодушна, но я уже давно поняла, что надо обязательно послушать группу живьем, потому что отношение может кардинально поменяться. Rage с оркестром были великолепны. После Rage силы меня окончательно покинули. И тут мы узнаем, что, оказывается, Powerwolf выйдет на сцену через час. Это, оказывается, и правда было в расписании, потому что ребята приехали со своими декорациями, их нужно было установить. И мы, конечно, теоретически могли себя занять, пойти покататься на каруселях, поваляться в шарах. Но я легла спать. Я просто сдвинула 2 стульчика и уснула. А Никита Марченко пошел за едой, вышел в поле и увидел, что все поле легло спать. И как оказалось, это был потрясающий ход, потому что за этот час мы так выспались, что бодро отрывались под Powerwolf. И все это огромное поле пело. Если честно, сама группа выложилась просто на все 100, и это реально было грандиозное завершение фестиваля. И знаете, когда начался салют, мы с ребятами так переглянулись и такие, что и все? Для меня это все пронеслось как-то настолько быстро, что я даже сначала не могла понять, какие у меня эмоции от феста. Я ожидала чего-то более скромного, а в итоге получила какой-то переизбыток эмоций. Я увидела, что сделать фестиваль европейского уровня в маленьком городе реально. Увидела, с каким трепетом относятся к своему детищу люди, которые делают этот фестиваль. Как они цепляются за любую идею, которая может сделать фестиваль лучше. Меня очень удивило, когда мы в дороге ехали и слушали местные радиостанции, там крутили молодые украинские группы. И мои друзья мне говорили: а эту группу мы знаем, ее постоянно по радио крутят. Сначала ты слушаешь группу по радио, а потом приезжаешь на фестиваль и видишь их там. Приятно видеть, что молодые группы поддерживают. Еще я поняла, что в следующий раз сюда нужно обязательно ехать с палаткой, чтобы полноценно прочувствовать полный день файной людыны. Ведь я даже в бассейне не поплескалась, на камере не женилась. Кстати, ребята в следующем году планируют запустить автобусные туры, поэтому следите за информацией. Первое, что приходит мне на ум, когда я начинаю вспоминать поездку, это потрясающие люди, невероятная природа, вкуснейшая еда и обалденная музыка. Мне просто хочется сказать огромное спасибо всем тем, кто причастен к этому путешествию. И, пожалуй, стоит сказать эти слова. Ребята, моя религия – это музыка. Моя политика – это музыка. Музыка – это то, что сближает людей и делает мир лучше. Слушайте музыку, заводите друзей, берегите наш мир. А еще подписывайтесь на канал, впендюривайте лайк этому видео и, конечно же, строчите коммент. И, конечно, я напоминаю, что Брыщ выходит во многом благодаря вашей финансовой поддержке на платформах YouSupport и Patreon. Огромное вам спасибо. Ваша Олеська. Пока!